Эрмита Сан-Тельмо. Ну, она снималась в кино «8 баскских фамилий». Там, где они в церкви решили повенчаться, потом передумали. Кино смешное, советую посмотреть. Здесь плакаты, как формировались флиши. Что это такое? На каком тут языке? Ну, в общем, тут все рассказывают. Судя по всему, каждому флишу дали свое название. Может, и не дали, не поняла. Ну, всем привет. Сегодня, какое число, не знаю. Четверг. День это. Сегодня 4-й день нашего камина. Мы в Сумае. Ее покидаем. Сзади нас Эрмита Сан-Тельмо. Она закрыта, но она знаменита тем, что она снималась в кино. Вчера мы тоже видели, как снимают очередной сериал. Идем мы сегодня в Дебу. После Дебы у нас еще 4 километра до Мутриков. И от Мутриков еще пара километров до нашей ночевки. И это примерно 20 километров. Вот такие пироги. С петлянием у нас, конечно, будет 25. Мы еле доползем. Но зато завтра у нас день отдыха. Мы завтра отдыхаем. А еще мы здесь видели флиши, и сейчас мы будем идти по дороге, они нам тоже должны попадаться. Да, мы сейчас немножко идем не по камину, а по маршруту GR, потому что здесь, с нашей стороны, там, где мы жили, ночевали, а GR, тропа GR, а на камину нужно спускаться, а они потом все равно встречаются. Но это сложнее, но красивее. Красивая, короче. Да. Маршрут, короче, очень красивый. Мы идем по флишам. Ну, опять отлив. Отлив примерно в 11 и в 12 ночи, что ли. Вот такое примерно расписание. Мы идем по гребню небольшой горки. Какая-то невероятная красота. Но маршрут считается очень сложным. Надо идти в хорошей обуви. Вчера, потому что ночью была гроза, все мокро. И в хорошей физической форме. А я тут заболела. Ну, я что-то как-то выпила каких-то лекарств. И с утра мы бодренькие, поэтому решили пойти. Что там? Мы вчера ныли, что все тяжело, что путь не такой, как мы его представляли. А сегодня над нами сжалились. Буэнос диас. И сегодня нам дали с утра вот такую вот красоту. Как долго, конечно, она продержится, не знаю. Но нам, судя по всему, еще придется отсюда спускаться и потом подниматься. Как поживает наша принцесса Пелигроса. Вот так вот она у нас едет.
И вполне очень даже довольна. Спуск. Ну, спуск я вам покажу. А спускаться я не буду. Спускаться вот туда вниз. Вон там они идут. И идут вот к тому флишу. А потом обратно. Потом обратно и вот на ту гору. Сейчас прилив начнется. Нам надо успеть. Мы на флише стоим. Ну, такие прикольные штуки. Вот так вот вода их смывает, они разрушаются. Они больше от воды разрушаются, чем от ветра. Ну, так гласит легенда на стендах. Экскурсии для школьников. Круто. Все-таки это невероятно. Очень красиво. Только мы, я не знаю, как мы наши 20 километров пройдем очередные. Мы покидаем пляж. Пойдем, может, мы еще успеем куда-нибудь, пока отлив. Вот такой вот подъем. Это к вопросу, зачем нужны хорошие ботинки и палки. А вот за этим, чтобы подняться. Ну, что скажу. Мы сделали крюк JR и вышли на Камино. То есть, если по нашей карте мы прошли километра 3, ну там 2,5, то по Камино, наверное, прошли всего лишь 1 из 20. Наташа решила отдохнуть. А, наш бобрик. Ну, бобрик тоже наш. Пилигрос на жаре только. Пилигросочка наша. Нашечка, пилигрошечка. Блин, что-то рано, чтобы язык заплетался. Я еще даже пиво не пила. Лошадки тут. И челы, с которыми мы были, горю. Теперь мы начали встречать пилигримов. Встретили женщину. Я, честно говоря, не поняла, она откуда. Потому что она живет в Чехии. Сама она из Германии. Для нее родной немецкий. Она немножко говорит по-испански. Но в результате они решили с Наташей говорить по-английски. Я их понимаю, но в разговор не лезу. Потому что у меня в голове только испанские фразы. В общем, они там обсуждают, как круто жить в Праге, как красиво, все такое. Ну, как обычные разговоры на Камино. Обожаю вот такие дороги. Виноградники. If you know some people and Ой, красота неописуемая. Ну, дорога нормальная. Не скажу, что уж совсем трудная. Пока нормальная. А трудную часть мы прошли.
Тут такая небольшая стояночка, фургончик с едой, есть туалеты. И вниз спускается маршрут. Ну, посмотреть очередные флиши. Он 1,5 километра, но длится. Но там спуски, подъемы, и что-то мы не готовы. Вот правда. Ну, если бы нам оставалось 5 километров, мы бы еще пошли, а нам впереди еще 20. Вот там туалет. А вот вон кто-то с горочки спустился. Это какая-то жесть. Ворота закрыты, надо переходить вот по этим ступенькам. Идем дальше. А мы прошли вообще все лишь ничего. 4 километра. До Дебы 9 километров и 3 часа. Ну, нашим ходом это, наверное, все 4, а то и 5. Ну, как-нибудь дойдем. Очередная эрмита. Закрыта. Картошка. Такой пейзаж. А, тут они стрелочки прям показывают, что вот сворачивайте, сворачивайте. Я даже не сразу догадалась. О как! Вниз не надо. И даже, по-моему, велосипедистам туда. Ну что ж, пойдем там. Опять забор перелезать. Нет, тут, наверное, просто калиточка. Тут вокруг пастбища. Вот калиточка. Я Наташу жду. Пока поснимаю. Тут интернет 3G. Что хочу сказать. Карты не грузятся. Скачивайте офлайн карты. Они не грузятся. Похоже, Наташа присела отдохнуть. Нормальная такая трасса, оживленная. Мы пообедали. Идем дальше. Комплексный обед 16 евро. Неплохо. Нам принесли целую бутылку вина. Сказали, пей сколько хочешь. Ну, я и напилась. Там было написано, что дорога общая вместе с трассой 634. Я не очень люблю такой камино. И если такое еще будет, я знаю, что будет, мы поедем на автобусе. Ну, потому что тут реально опасно ходить. Вон даже знаки стоят. Но вроде как тут метров 500-300. Немного, короче. Ну, в общем, достаточно быстро. Совсем немного шли по трассе. Перешли дорогу, и вот здесь можно уже идти пешеходом. А это наш любимый знак. Знак на испанском языке называется Курва Пелигроса. Именно так зовут нашего бобра. Ну, Наташа говорит, ее просто Пелигроса зовут. Но все знают, что это Курва Пелигроса. Сегодня улитка я. И вчера была улитка я. И позавчера. Наташа говорит, чтобы
Она мой темп догнала. Получилось наоборот. Я иду в темпе Наташи и еще даже медленнее. Зато вот такие пейзажики красивые. Церковь в городе Ицеар. Это алтарь. В православных церквях обычно алтари деревянные. Очень красиво. Так она выглядит. Тут кораблик. Маленький городок называется Ицеар. Здесь есть церковь. В церкви никого, она открыта. И там можно поставить штампик. Вот тут есть бар красивый. Но мы уже поели. Нам еще наши 10 километров. Нас ждут до Мутриков. Вот такой вот. Ну, городок совсем маленький. До Дебы 3 километра. Что-то Дебу это не видно еще. Указатели рассчитывают, что скорость 3 километра в час, не больше. Потому что подъемы, спуски. Вот такой вот он путь. Дорога завела нас в лес. Я люблю такое. Не знаю, как это долго. Это спуск. Дебы не видно. Судя по всему, нам нужно будет еще подъем сделать. А потом снова спуск. Но пока тенек и замечательно. На улице 24 градуса. Ну, жарко. Будьте осторожны. Ноги скользят. Причем в хороших ботинках скользят. Палки скользят тем более. И еще тут ездят машины. Вроде как 3 машины в час должно быть. Но они тут одновременно по 5 штук разъехаться не могут. Ну, такой спуск. Скользко. И машины. Очередной спуск. — 400 метров этого спуска. Не знаю, может быть, как бы не видно, но тут уклончик достаточно крутой. Еще мы такие замороженные. Но это уже почти Деба. А нам в Мутрике. В общем, нам пишет Google, что нам идти 2 часа еще. Ну, пойдем. Хотели на автобусе поехать. Но я думаю, что мы все-таки дойдем. Деба. Спуск в Дебу. Вот по такой вот лесенке. А еще в Дебе есть лифт. Вот он там. Мы пойдем на лифте. Я надеюсь, он бесплатный. Ой, читеры. Мы спускаемся на лифте. Нажимай. Нулевой. А вот ты бы, наверное, пешком пошла бы, да? Если бы я заранее не прочитала, что тут лифт есть. Я бы пошла. Стрелки-то на ступеньки показывают. А вот тот, кто заранее читает форумы, тот знает, что есть лифт. Вот такая вот фигня. Лифт бесплатный. Ой, а там вторая часть лифта.
Короче, тут есть 2 лифта, оказывается. Я про второй не знала, но маркировка есть во второй. Поэтому мы едем на втором лифте. Между прочим, он промаркирован. Так что мы никакие не читеры. Ну, тут он маленький. Еще красивая какая-то картиночка. Опа, а мы точно туда приехали? Детвора играет. Город красивый, такой чистенький. Мальчишки в футбол играют. Ну что, пойдем в бар? Ой, смотрите, какой домик синенький. Прикольно. Мы поняли, что до Мутриков мы не дойдем. Еще лишних 2 часа через гору. Поэтому зашли в ресторан. Как он называется, я не знаю. Но у него раньше была мишлемовская звезда, причем, по-моему, года 3 подряд. А мы заказали тортилью, чай и кока-колу. Ладно, я не вру. У него когда-то были звезды. Ну, а сейчас нет. Возможно, повар сменился. Это Деба. Вот там через вот эту гору, кажется, я уже вижу знак, до Мутриков. В какой-то момент мы разойдемся с камина. От Дебы до Маркина очень сложный этап. 3 подъема и спуска, 25 километров. Мы этот этап не идем. Мы идем до Мутриков. От Мутриков мы едем на автобусе до Лейкейтио. Там остров Святого Николая. То есть у нас завтра день отдыха. Мы едем на этот остров, отдыхаем. И потом снова на автобусе едем до Маркины. Смотрим церковь. Если бы не та церковь, я бы в Маркину вообще не поехала. Мы бы напрямую к Гернику поехали. Вот, потому что 2 самых сложных этапа впереди. Извини, но я буду тебя снимать. Фиалов нет. Чего? Сильчиков нет. Конечно, нет. Ты посмотри, что впереди. А впереди нас ждет сказка. Лес из сказки братьев Гримм. Ну, потому что лес из сказки Шарля Перро мы уже проходили. А тут, наверное, братья Гримм. Интересная развилка. Запоминайте. Доходим до Т-образного перекрестка, и вот там вот маленькая желтая стрелочка, и написано, ну, туда езжу, понятно, что туда идет Камино де Сантьяго, а трасса GR, которая ведет в Мутрики, там все перечеркнуто. И куда идти мы не понимаем, но логично, что вниз. Мы стоим, открываем карты. Карты не грузятся. Я не знаю, опять G, но карта опять не загрузилась с маршрутом GR. И тут нам на пути появляется молодой симпатяга. Он говорит: ребят, девочки, Камино идти вот туда. Мы говорим: нам не в Камино, нам в Мутрики. Он говорит: а, ну вот мам, тогда туда. И побежал, легонько так побежал. Ну вот. Теперь... Легкого пути не обещал. Да. Он сказал, вы тут гору пройдете, а потом вы вдоль моря пойдете. Ну, давно он говорил вверх. Ну, он сказал не так, как туда. Ну, в общем, мы идем в свои Мутрики. Я неправильно называю этот город. Но я не помню, как он правильно называется. А Мутрики — это прикольно. Это Деба. А мы идем в Мутрики. Мутрико, по-моему, называется. Спускаемся. Я так поняла, что он сказал, все-таки больше спусков у нас будет. Мне показалось, он сказал вдоль моря. Нет, он сказал, что да, будет вдоль моря.
Ну, так, ну, много будет. Но это не так трудно, как в Маркину. По лесочку очень миленько. Мутрики. И по классической схеме час спускаться. На самом деле не час, она пишет спускаться 25 минут. А нам, скорее всего, вот на той горе есть кемпинг. И мне кажется, мы ночуем именно там. Ой, я так надеюсь, что я ошибаюсь. Но вот что-то как-то мне кажется, что именно там. Такие коровки. Немного не так я себе представляла Северный путь. Я когда планировала, я делала маленькие расстояния с учетом того, что мы будем лежать на пляже, смотреть города, ну, все достопримечательности. А у нас не получается. Вот мы сейчас пришли в Нутрики, и мы проходим мимо. Мы даже не попали ни на пляж, ни посмотрели гавань. Потому что нам еще час идти до того места, где мы будем ночевать. Вот тут, смотрите, красивая церковь. Мы уже на последнем издыхании. Уже мутрики кончились. На баском будет мутрико, а на испанском мутрику. А на русском будет мутрики. Наташа еле ползет. Она еще не знает, что нам еще 20 минут идти. А мы что 30. Ну, в общем, вот такая дорожка. И мы идем. И это тоже считается часть Камино де Сантьяго, потому что появились желтые стрелки. А я думала, что мы минуем этап Деба Маркина и пойдем Деба Мутрики Лекетио. Я думала, этот этап будет легче. А что-то нифига. Легче он не оказался. Но завтра мы запланировали все-таки день отдыха. Я не знаю, пойдем мы 18 километров или мы пройдем 6, а потом сядем на автобус. Ну, потому что хочется на пляж. Наташа не очень знала, куда она подписалась. Никто не знал, что это будет реально тяжело. Португальский путь – это прогулка. А тут челлендж. Преодолей себя. Зато красиво. Нам еще наверх, но я думаю, уже гора заканчивается. И гора, по-моему, всего 150 метров. А как-то высоко выглядит. Мы нашли наш отель. Вход сделан вообще по-дебильному. Фиг догадаешься, если бы не дядька с балкона, мы бы не узнали. Не, ну а тут, конечно, миленько. Оля! Какой ключ? А что это? У нас ключик с овечкой. Мы добрались. Сегодня мы, оказывается, ночуем в отеле. Вот. Обещали с видом на море, но тут нет вида на море, вот конкретно в нашей комнате. Но из бара есть вид на море. Ой, что-то я уже так устала, мне уже все равно. Ванна. Ну, вот так вот. Там номер что-то не сильно дорого стоил, на самом деле. И вид на балкон. На задний двор, наверное. Вот такой вот у нас вид. Ну и море. Моря, конечно, нету. Ну как нету? Подождите.
Не наврали, нет. Ну, чисто технически вид на море у нас есть. Вот такое вот море. Всем спасибо. Мы пришли. Вот такой вид. И вот там вид на море. Всем спасибо. Всем свободны. До следующего дня. Камина немножко не так, как мы планировали, но тоже замечательно.